Приветствую вас, дорогие друзья! Усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Герой нашей истории, Ганс, был очень опытным фермером. Он знал о своей работе буквально все. Но когда на кукурузном поле Ганс обнаружил странные яйца, он не смог определить, какому животному они принадлежат. При этом мужчина почувствовал какую-то непонятную тревогу. А когда поздний фермер увидел, кто вылупился из этих яиц, он сделал то, что вызвало настоящее недоумение у его жены и детей. Ганс жил на ферме вместе с женой Бонни и двумя дочками, которых звали Мэри и Жизель. Семья выращивала овощи, а также держала овец, кур и свиней. Родителям и детям очень нравилась жизнь в деревенской глуши. Однажды ранним утром Ганс, придя на кухню, услышал странный шум, доносившийся с улицы. Было еще темно за окном. Мужчина не сумел ничего разглядеть. Поскольку Ганс никогда раньше не слышал подобного шума, он немного забеспокоился. А тут еще и Бонни неожиданно пришла на кухню, отчего наш герой даже вздрогнул. Он хотел отправиться на улицу, чтобы узнать, откуда именно доносится шум. Но со второго этажа спустились его дочери, и тогда мужчина решил сначала позавтракать. После этого Ганс отправился кормить животных. Он уже почти забыл про тот странный шум, но курицы, которых фермер пришел кормить первыми, почему-то беспокойно себя вели. И это вновь заставило мужчину занервничать. Вскоре он увидел довольно большие дыры в курятнике. Возможно, ночью к птицам пыталась пробраться лиса. Поняв, почему куры беспокоились, Ганс залатал все дыры в курятнике, а затем отправился кормить свиней. Они уже кричали от голода. Но разве когда-нибудь они просили есть настолько громко? Фермер покормил животных, и они затихли. Но что-то здесь было не так. Происходило что-то очень странное. Ганс чувствовал это, но не мог найти своему беспокойству внятное объяснение. И тут снова раздался тот странный звук откуда-то с полей. Озадаченный фермер направился к трактору, чтобы поехать на нем на свое кукурузное поле. Но мужчина даже не успел завести транспорт, как раздался крик его младшей дочери Мэри. Ганс вылез из трактора и увидел неподалеку маленького ослабшего котенка. Он чуть не наехал на животное. Казалось, котенка кто-то напугал или даже напал на него. Ганс отнес малыша домой и попросил жену заботиться о нем. День выдался действительно странным. Ганс решил больше не поддаваться своему беспокойству и не думать ни о каких странных событиях. Он хотел приступить к работе, но так и не успел этого сделать, потому что с поля раздались громкие крики его старшей дочери Жизель. Ганс, взяв с собой Мэри, немедленно поехал на тракторе к полю. Через несколько минут, когда фермер уже подбежал к дочери, он увидел, что она показывает пальцем на какие-то загадочные шары на поле. Мужчина пригляделся и понял, что это яйца какого-то неизвестного животного. Всего их было 10. Ганс решил, что лучше раздавить яйца трактором. Уж очень странными они ему показались, а еще вызвали тревогу. Но дочери начали умолять его не делать этого, ведь из яиц вот-вот должен был кто-то вылупиться. Девочки даже заплакали. В итоге Мари и Жизель уговорили отца оставить яйца в покое. К тому времени на поле появилась и Бонни. При виде яиц она даже вскрикнула, решив, что они принадлежат змее. Но Ганс сказал ей, что, наверное, это яйца какой-нибудь знакомой им птицы, просто ему нужно вспомнить, какой именно. Но вспомнить он так и не смог. При этом мужчина снова почувствовал непонятную тревогу. Мари и Жизель, радуясь тому, что отец не уничтожил яйца, даже принесли из сарая немного сена, а оно должно было послужить теплым одеялом. После этого девочки начали с нетерпением ждать, когда же из яиц кто-нибудь вылупится. И вот настал момент, когда девочки радостно закричали, зовя родителей. Взрослые подошли к дочерям. Оказалось, на одном яйце появилась трещина. Через какое-то время скорлупа начала раскалываться, и вскоре из нее показалась маленькая птичка. Ганс, присмотревшись к птенчику, внезапно разрыдался, чего, конечно, никто не ожидал. Бонни, недоумевая, обняла мужа и начала его успокаивать. Девочки, глядя на все происходящее, тоже недоумевали. Но совсем скоро Бонни поняла, что из яйца вылупился птенец павлина. И это все объясняло. Муж рассказывал ей, что в детстве,
Будучи ребенком, Ганс тоже жил на ферме. Он очень любил заботиться о павлинах. У него даже был свой собственный павлин, которого он считал домашним питомцем. Этот павлин был его лучшим другом. После того, как птица умерла, Ганс больше никогда не заботился о павлинах. Конечно же, он не смог сдержать слез, когда прямо у него на глазах на свет появился маленький павлин. Фермер посчитал это настоящим чудом и оставил на ферме несколько особей, чему очень обрадовались Мэри и Жизель. Остальных павлинов супруги решили отдать в заповедник, там птицы точно смогут получить всю необходимую им заботу. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!